Диана Анкудинова, «Я ворона. Реакция». Ребята, привет! С вами преподаватель вокала Гарлианна. Сегодня, дорогие друзья, хотела бы с вами посмотреть. Я знаю, что вы меня уже давно просите это сделать, но у меня как-то немножко так планы опять провались все. Не успеваю смотреть. Хочу посмотреть Диану Анкудинову с выступлением «Я ворона» на шоу Must Go On. Это выступление я смотрела по телевизору один раз. И сейчас я буду записывать реакцию, прослушивать второй раз в наушниках на хорошем звуке. И я помню, что этот выпуск я посмотрела целиком, всех участников. И это именно выступление Дианы отметили очень хорошей оценкой, оценкой цифрой и оценкой словами все участники. И даже я слышала комментарий, что это выступление является сейчас уже, наверное, как таким образцом, кавер, который, возможно, даже лучше оригинала. Вот так. Уже точно не помню формулировку, но это было сказано таким образом, что эту песню можно, грубо говоря, внести в зал славы рок-н-ролла. Но у нас нету зала славы рок-н-ролла, но если бы был, мы бы обязательно внесли. Так, ладно, хватит болтать. Я, как всегда, немножко дольше, наверное, говорю. Давайте сейчас посмотрим выступление Дианы с этой песней на шоу Must Go On. А если ты еще не подписан на мой канал и тебе нравится смотреть реакции, продолжать смотреть, то обязательно будь подписан на этот канал, нажимай на красную кнопочку внизу, ставь колокольчик, чтобы он стал сереньким, и тебе приходили уведомления о выходе новых видео на моем канале. Как я сказала. А теперь включаю видео и смотрим вместе. Тикают так, как вулканы поют. Тикают в такт, да? Тикают в такт, как вулканы поют. Еще раз, подождите, ребята. Тикают так, как вулканы поют. Крутой голос. В наушниках еще круче это, конечно. Да, ребята, спасибо вам, что вы мне подсказали. Наушники эти валялись без дела. Вот, и наконец-то я нашла им применение. Тикают в такт, но почему-то я опять, как было уже в каком-то видео, только догадываюсь, о чем там слова, но дикционно немножечко есть такой такой. Но, тем не менее, какой божественный голос. Вот реально такой объем, что все остальное не важно. Все остальное реально. Какая там... Да черт с этой дикцией. Стоят, воду больше не пьют, и как они. Я же как ворона. Как красиво. Это реально круче, чем оригинал. Это просто реально круче. И все вот эти фишки, которые в голосе Дианы уже для нее естественные, мы к ним уже привыкли, такие немножко всхлипывания. Диана еще делает, у нее совершенно специфическая такая вот фишка, это эхо. Я сама придумала название этой фишки, но я ни у кого еще такого не слышала. Стекла не бьют, потому что их нет. Очень красиво. Какой божественный тембр. Я уже все миллион раз это говорила, но я не перестаю поражаться. Реально, да, в наушниках лучше это все слышно еще. И все нюансы еще слышнее. И дикционно тоже все слышнее. Я же пою, где поет ворона. Рана. Как бы, видите, она чуть-чуть сбрасывает, снимает эти звуки. Как ворона. Да? Как это мы можем назвать, ребята? Не йодли же.
да, йодли это все равно немножко другое, но природа та же, то есть берется нота на опору и снимается с нее с таким характерным как бы всхлипыванием. Как это красиво! Я помню, что еще на телеке, когда я это смотрела, как-то вот это прямо так, знаете, как будто это крик вороны, да, вот в этом звуке действительно, что Диана как актриса изображает ворону, такой крик, вот крик чайки есть, да, тут крик вороны. Я реально внесла бы эту песню в зал славы рок-н-ролла. Я не знаю. Ребята, давайте создадим какой-нибудь зал славы каверов. Вот. Это же не оригинальный исполнитель, да? То есть Линда оригинальный исполнитель песни «Я ворона». Но просто ощущение, что кавер, он намного лучше оригинала. Это божественно. Ну, ребята, давайте сейчас вот я про Диану сказала, да, в самом начале, а теперь я бы хотела отметить вообще в целом номер. Вы посмотрите, просто все подобрано от и до. Это и сцена, вот не декорации сами, я так предполагаю, что это тоже, наверное, какая-то виртуальная реальность, да, в этом номере у Дианы. Либо, может быть, мне кажется, но, то есть есть такая некая эстакада наклонная, где танцуют наши помощники, можно сказать, да, танцоры. И заметьте, да, это, наверное, очень непросто петь в таком наклоне, стоять, то есть у Дианы одна нога внизу, чуть ниже, другая выше, то есть это все равно очень сильно влияет на в целом подачу голоса, да, и вообще выдержку, так скажем. Это неудобное положение на наклонной плоскости. И как еще танцоры справляются и танцуют на этой наклонной плоскости, то есть они как будто все время карабкаются куда-то наверх, что ли, да, вот такое ощущение, что они либо вниз, либо наверх, и вот они все время пытаются удержаться на этой высоте. Очень красиво по постановке, по свету, по костюмам божественно просто божественно. Вы посмотрите, да, как у Дианы косы в очередной раз заплетены по-другому, не так, как в других номерах. Как, ну, в общем, просто сценографу, режиссеру, постановщику, всей команде, ну, я не знаю, это высший пилотаж. То есть вот выше я даже не знаю, что можно еще придумать. Красиво. Я же как ворона, я же как ворона. Да? Ну, то есть вот это все-таки, наверное, йодли, ребята. Я не знаю, как это назвать, потому что, ну, давайте назовем это эхом все-таки. Пускай у Дианы будет своя фишка, эхо, потому что я слышу это эхо абсолютно в каждой песне у нее, да, и она везде подходит. Как мне не хотелось прерывать, ребята, я понимаю, что сейчас уже долго звучало. Мне хотелось целиком с вами вместе послушать вот этот припев. Шикарно, шикарно. Диана здесь использует даже не только свой вот этот вот широкий тембр, да, такой вот глубокий, низкий, объемный. Она здесь еще использует и немножечко штрубаса добавляет. Где-то такое немножко всхлипывание, да? Я ворона, вот эти все, ну, чисто специфические еще ее краски. Ощущение, что вот она борется, да, с тем, что я как белая ворона, да, то есть она же еще и в белом, не в черном. То есть вот там были черные вороны, а она белая ворона. И тоже, наверное, какой-то смысл сакральный в этом есть. Да, что Диана поет песню эту и в таком образе. О,
переход на головной звук. Воду больше не пьют. Да, слышите какой? Вот обычно такие вещи, они в других песнях и в других композициях обычно так не применяется голос. А тут вот этот вот такой прямо явный переход, он так красиво звучит. Вообще супер. Как Диана виртуозно это сделала. И я только сейчас, ребята, почему-то осознала, что все вот танцоры, которые с Дианой на сцене, они вороны, черные вороны, привычные нам, да, птицы. А Диана у нас вот отличается тем, что она белая ворона. Действительно в этом что-то есть. Диана белая ворона в хорошем смысле. В отличном смысле. Как это круто! Ребята, извините, что я сейчас быстро останавливаю. Мне почему-то пришла в голову вот эта вот мысль. Я слышала, кто-то из вас мне писал, что Диане приходит очень много комментариев, что она поет неправильно, она поет в нос, у нее очень много гайморовых звуков, и что ей надо переучиваться, и что нужно вообще все по-другому делать. А я вот так не считаю. Я вот реально считаю, что она все делает круто. Ну да, она использует достаточно много носового звука, но я не слышу никакого неприятного звука. Я не знаю, для меня это совершенно крутейшая фишка, которую она в себе развивает, которую она сначала в себе нашла, а потом ее развивает. И она везде у нее к месту, везде она вот крутая. Поэтому я ни в коем случае никогда бы не согласилась с тем, что Диане нужно переучиваться. Все у нее круто, ей просто нужно дальше развивать то, что она делает. И все. Ого, а это такой головной субтон, ребята. Представляете? Как бы звук слегка идет в затылок, при этом он идет с воздухом. И вот мы слышим с одной стороны вот такое вот как бы головное звучание, с другой стороны мы слышим вот этот объем за счет воздуха, да? Очень красиво. Вот я опять звук голоса вороны. Вау, остановила, ребята, извините. Я знаю, что это очень сложно ломать все, вот эту вот крутейшую музыкальную ткань. А вот здесь что у нас был? Вот у нас был чистейший йодли. Помните выступление Дианы на голосе, где она пела йодль тайм? Вот эта фишечка прям, да, сейчас пригодилась очень Диане. Она такая, знаете, вот страдальческий, да, такой страдальческий звук, такой «Я ворона, я ворона, я ворона». Она как бы немножко на сжатие как будто свой тембр берет, да. То есть это вот уже актерское такое, глубоко актерское проживание, когда она говорит, что я через боль, я прямо через боль ощущаю, я ворона, ну да, я такая, да, я как бы выделяюсь в какой-то степени из толпы, выделяюсь, да, тем своим, вот даже просто говоря про свой голос, да, Диана. То есть она как через какую-то даже боль, что ли. С одной стороны, это вроде бы классно выделяться, а с другой стороны, это не всем нравится, и приходится очень многое терпеть, да. И это такая вот, прямо вот сейчас я слышала эту боль. Хотя я уверена, что у Дианы все хорошо, у нее очень много поклонников, доброжелателей, но все равно так или иначе на таком уровне, на котором находится Диана, всегда будут недоброжелатели, да. И вот прямо такое ощущение вот этой боли прозвучало в голосе, да. Давайте будем поддерживать Диану, чтобы до нее негатив не доходил, чтобы вот до нее доходили только наши правильные комментарии, но максимум доходила конструктивная критика, не больше, да, чтобы вот эти хейтеры все отвалились к чертовой матери. Как мне нравится этот звук! Как бы она растягивает так головой, да, помогая носовым резонаторам, и
и сбрасывать через грудной резонатор. Вау, как это круто! Вау! И там еще какие-то бэк-вокал, слышите, тоже есть, как будто какой-то певец стоит на бэк-вокале с горловыми какими-то фишками такие. Вау, это такое что-то, знаете, еще напоминает шаманское, да, это, ну, действительно, как шаманы, вот это вот тувинское пение, вот это вот, вау, круто. Это какой-то этнический номер, да, ребята, это пение как манера в этом пении. Это не джаз, это не эстрада, это именно этнос, этническое пение, этническое звучание голоса. Как это было круто! Я согласна. Ребята, как это было реально круто. Вообще. А вы заметили вот этот взгляд Дианы? Она посмотрела в конце, как действительно, как ворона. Вау. Я хочу еще, знаете, что отметить? Помимо всех вот этих вот вокальных фишек, которые Диана здесь применяла, да, вот, ну давайте так назовем, эхо, которые встречаются только в голосе Дианы, в манере Дианы, да, йодль, который был у нас в кульминации, а потом где-то такой вот немножко сжатый звук со штробасом, как будто это вот боль, да, вот я ворона с болью сказано. Это было так вкусно, это было так классно. Я еще, ребята, наряду со всем этим хочу отметить невероятный актерский рост Дианы. Невероятный актерский рост. Это потрясающее проживание образа. Это какие-то, я не знаю, новые миры открываются. Это невероятные ощущения. Это погружение полное, да, в музыку. Я уже про это говорила, и в каждом номере Диана это может сделать. Но здесь ощущение, что Диана просто вжилась в образ вороны. Она действительно была вороной, понимаете, вот в этом номере. Она действительно... И вот этот последний взгляд, который она вот так вот в профиль сделала, да, вот так. Как-то она вот так вот посмотрела, что белки глаза, да, засветились. Это было нереально. Это было ощущение, что реально... Вот, знаете, если наблюдали за воронами, как у них глаза двигаются, да, то есть это вот... Они двигаются не плавно, как у нас, а они двигаются так очень, да, ну вот так резко, то есть они сменяют положение глаз резко, и вот это сейчас в последнем жесте, в последнем музыкальном акценте прямо все совпало, да, это ведь, ребята, актерское мастерство. Я вам про то, что невероятно Диана показала сейчас проживание образа в песне, и показала нам свое актерское мастерство, она показала нам свой актерский рост. Это безумие какое-то. Я бы не хотела сейчас повторяться и говорить, обобщать все то, что я уже увидела, услышала, да, ну, я уже сказала про невероятную работу всей команды, из хореографов, постановщиков, сценографов, костюмеров, визажистов, в общем, всей команды абсолютно, операторов, да. Ну реально, эту песню надо вносить в зал славы. Вот давайте, ребята, до кого это можно достучать? Кому дать такую идею, чтобы создали зал славы каверов в России? Вот пускай в Америке будет зал славы рок-н-ролла, зал славы, какие там еще есть, залы славы джаза, не знаю. Пускай у нас будет зал славы каверов. И в этот зал славы будем вносить именно те кавера, которые являются лучше оригинала. Вот так, ребята, вот такое у меня предложение. Подумайте об этом на досуге. Давайте обсудим это на стриме, который состоится в пятницу. Пишите свои мысли, пишите свои отзывы. Согласны вы с моим мнением или не согласны?
Пишите также в комментариях, какие видео вы хотели бы, чтобы я еще посмотрела в исполнении Дианы и не только, других крутых вокалистов, на ваш взгляд. И обязательно будьте подписаны на этот канал, ставьте колокольчик, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Я хочу, чтобы нас становилось все больше и больше, чтобы мы все с вами смотрели в ту сторону самого настоящего прекрасного искусства и никак иначе. И этот номер, ну, это совершенно не обсуждается, это искусство. С вами преподаватель вокала Орлеана. И до скорых встреч, ребята. Увидимся.